Всем привет, с вами Андрей. Сегодня суббота, утро. Я иду на барахолку, так что прогуляемся, посмотрим, что сегодня есть на этой большой барахолке, так как хорошая погода и много продавцов приехало. И это будет интересно, так что давайте пройдемся, посмотрим, погнали. Так, что, ну давайте будем смотреть, что здесь интересного есть. Старое зеркало. Так. Но оно действительно старое, судя по задней поверхности. Гвоздики. Это, я думаю, туалетное зеркало. Где-то 50-е, 60-е года. Уже повидавшие виды зеркала. Патина он есть. Хороший старый самовар. Ну, это видно для чая, да. Сюда сверху заварку можно было, наверное, насыпать. Крышкой я не могу даже ее открыть. Так, ножницы для тушения свеч старые. Я такие покупал. Это у нас герб Гамбурга. Ну, это свежее изделие. Зольница есть. Для святой воды, для церкви. Видно, что тут немножко было подточено. Но она тяжелая, это тоже латунь, бронза. Изделие где-то почти килограмма, наверное, 1,5 весит. Я такие уже брал, но они тяжело продаются. Специфически, скажем так. Нужен клиент, чтобы купил такой. Ну и вы видите, что здесь она была с 2 частей вылита и потом вместе с собой склеена. Интересная находка. Это для розжига камина. И сделана из кожи. То есть надо нажимать, и отсюда будет выходить воздух. Кожа вроде целая, я вот смотрю, но вот здесь это уже, конечно, большой минус, что оно в таком плохом состоянии. Но само изделие старое. Жалко, было бы чуть получше, я бы его купил. А так, смотрите, кожа уже отваливается. Бавария, соусница. Набор такой красивый. Симпатичный чайничек. Это у нас какие-то индийские боги. Статуя. Но наклеена, так что. Гармошка. Гармонь. Обалдеть.
Она очень старая и, я думаю, дорогая. Больше 100 евро будет стоить. Основание очень тяжелое и красивое. Это латунь. Обалдеть. Не, действительно, лампа очень красивая и где-нибудь стояла в богатом доме. Сам абажур, посмотрите, какой. Как вам супница? Даже брать не очень удобно, потому что вот эти лепестки, они острые и немножко непрактичные. Я думаю, что это больше какая-нибудь декоративная, чем практичная супница. Красиво, но не практично. Вот такой столик есть, красивый, маленький, но он не старый, как другие. Это немножко видите, как здесь неудачно приклеили, щель есть. Купил этот столик, немножко поторговался с продавцом, но он хорошую цену сделал, и я его купил. Я ему объяснил, что мне надо будет одну ножку переклеить. Ножки, они все крепко, как бы уже они хорошо проклеены, но при клейке допустили небольшую ошибку. Там есть зазор, и там видно вот эти деревянные чопики. Мне придется ломать и переклеивать. Но это, в принципе, там делов 10 минут. Просто посажу заново на клей и зажму уже, чтобы не было зазора. Сам столик хороший, и я его просто отнесу в машину и потом пойдем дальше. Так, ну а давайте здесь посмотрим. Опять же, стулья красивые стоят, которые мне нравятся. Я всегда мимо стульев пройти не могу. Хочется на них посмотреть. Кстати, у меня скоро тоже стулья новые появятся. Старые должны мне их подогнать. Ну вот такой вот герб можно приобрести. Такая вот это, комплект. Я дочке говорю, давай хоть возьму. Да ты шо? Можно даже вот такую каску приобрести пластиковую. Так, это надо посмотреть вообще, чей герб. Он прикольный. Так, я посмотрел в интернете, это Шлезвиг-Гольштайн, герб. Ну, это рядом с Гамбургом земля находится. Спросил, сколько стоит, он говорит 40 евро. Но это очень дорого, потому что в интернете можно у нас купить на местной интернет-площадке, где продают такие изделия, в 2 раза дешевле. Так что я ее оставил лежать, пускай лежит. 10 euro. 10 евро? Ja. Он поставил, подумал, за десятку. Was kostet das noch? Zusammen gibt man 15. Das auch, ja? Nein. Окей. Я, короче, вот это возьму. Per Auto. И он мне все-таки скинул, за которую цену я хотел. Ну, вот так 40 евро за герб я скинул до десятки. Так что я свою цену называю. Если мне нравится, пускай лежит. Если нравится, то я покупаю. Так что хорошая покупка. Вот такую можно купить ступу деревянную. Раньше в ней что-то толкли. Сейчас вот стоит. Евро 10 попросят. Тут надо смотреть, ребята, посмотрите, все лежит. Старые игры есть, коробки разные, кассеты старые. До сих пор никто не купил. Я как-то смотрел недавно.
Это такие хорошие вешалки, но до сих пор лежат. Не взяли. Старые весы. И груз есть. Но они тоже пользуются спросом. Я парочку весов покупал, немножко поновее, уже их продал. Вот киса есть. Такая но она весит хорошо. Ух ты, какие старые светильники и тяжелые. И они стоят хорошо. 70 евро. 2 светильника стоят. Много интересно разной мебели. Если посмотреть, столики красивые есть. Разные эпохи. Дерево, бамбук. То есть вообще классно. Даже вот есть чугунные такие столики. Тяжелые. Его немножко так подкрасить. И можно было бы даже на дачу взять, как декорацию. Так, картина 5 сентября 1813 года. Как аккуратно все разложено, как в магазине. Цена? Стулья такие мощные, тяжелые, и они не шатаются. Вот эта папка, посмотрите. Настоящая кожа, герб. Интересно, здесь, может быть, лежали какие-нибудь документы важные. На подписание носили министру. Это видно, что вывезли из дома. И вот как вывезли, так сюда привезли, продают. Вот. Посмотрите, сама только коробочка видно из-под чего-то старая. Марки и открытки. Но это частенько сюда попадается. Вот такие разные коллекции. Обалдеть, ребята, посмотрите. Сколько здесь альбомов. Это полностью коробки с альбомами. Везде марки. Это же какая коллекция огромная. Но они не все полные, но... Да, вот так люди собирали всю жизнь, вкладывали деньги. И после смерти все эти труды остались лежать, пока кто-то не пришел и не увез все это на барахолку, чтобы продать. Все это с марками. Сколько здесь марок, я вам даже сказать не смогу, но много. Все было у человека подписано. Посмотрите, он Дюссельдорф. То есть там человек всю свою жизнь собирал почтовые марки. Жалко, что так все это пропадает здесь. Ну вот такая открытка в виде фотографии.
Старые камеры, совсем уж старые есть. Они до того старые, что там плесень на некоторых камерах. Но это тут уже надо тому смотреть, кто именно фанат таких старых камер. Сам интересный чемодан, посмотрите. Какие оригинальные замки. Это точно. Сам чемодан дороже всех этих камер, наверное. Ну, вот такой кошелек старенький. Там внутри что-то лежит такое, оно уже хрупкое. Давайте посмотрим, что там может быть. Там очки старые лежали. Ужас. Вот она, история перед вами. Ну вот, для любителей бара. Где-то он стоял. Его надо будет делать. Столик в виде глобуса болтается. Надо будет им заниматься. Was kostet? Тут заржавело все. Механизм даже не открывается. Пока я рассматривал столик, подошел африканец, забрал его и унес. И все просто в шоке. Я так и не понял, чей это столик был, потому что продавец сказал, что это не его столик был. Ну, жалко, конечно, столик отличный. Его бы немножко подреставрировать, и он бы, был бы вообще классно. Может быть, такой мини-игровой автомат купить. Бросил монетку дома. Одноногий Джек, или как они его называют. Блэк Джек. Тут же и монетки потом, если выиграешь, получишь. Рабство уже тебе хоть органов хватит здорово, чтобы продать все. Вот это светильник оригинальный. Сюда внутрь лампочку можно вкрутить и куда-нибудь над камином. Was kostet? За десятку. Что, хороший светильник рога за 8 евро, это просто находка. Так что посмотрю, может быть, что-нибудь у него еще интересного найду. Видно, он не понимает, что продает. Ну, это его проблема, а у него хороший есть товар. А это, знаете, это что-то такое из турецкого, да? Видно. Старая лампа Ладина. Я посмотрел в интернете, это старая арабская кофейня. Где-то примерно от 100 евро в интернете стоит. Давайте узнаем, сколько она у него стоит. Was kostet bei dir? 5? 8. За 8 беру. Хорошая цена. 8. Киньте за такую тарелку 5 евро. Обалдеть. Она немножко здесь окислилась, но это антикварная тарелочка за 5 евро. Конечно, я возьму. Это у нас Библия 54 года, я уже посмотрел. У меня есть более старые Библии. Так что оставлю ее пока лежать. Смотрю, что тут есть. Они, видно, вывезли вот эти все коробки от кого-то. И они не знают, что они даже продают просто как продают, так, чтобы быстрее продать за один день. Но они занимаются, видно, то, что люди умирают, квартиры остаются, и с мебелью, они мебель вывозят вот сюда и продают. То есть им быстрее продать. У них цель, чтобы это все быстро раскупили. Это что такое вообще? Это же этот набор для разных
ключей, знаете, набор взломщика. И он почти новый. Обалдеть, купить за пару евро набор взломщика. Ну и тут же все вот так валяется в этих ящиках, лежит, надо смотреть. Darf einmal vorbei? Danke. Вот покрашенный, я вижу, что он покрашенный. Но так это вообще латунь. Жалко, что покрасили. Много интересных предметов я уже увижу, но все я купить не смогу. Просто вам покажу часы, вот смотрите, оригинальные, старые. Но это опять же, их надо восстанавливать. Много всего интересного, ребята, действительно. Старый вот самолет стоит. Вот он античный самолет, возможно, конец 19 века. И он тоже будет неплохо стоить. Он тяжелый, но жалко, вот колеса не хватает. Обалденно. А где колесо взять? Кто-то сам делал. Я уже иду на выход, и надо потихонечку отсюда уходить. Так, это у нас что? Зеркало и 2 подсвечника. Я, конечно, возьму. Хорошее зеркало. Я посмотрю дома, но я думаю, что это английский стиль. Возможно. Начало 20-го, конец 19 века, возможно. Все целое. И нормальная цена за такое зеркало. Сегодня хорошая погода, но, к сожалению, мне надо выходить, потому что есть, как всегда, другие у меня дела, которые надо успеть сделать за субботу. Сегодня вообще отличная прогулка получилась, много интересных предметов купил. Люди даже не понимают, что они продают. Это античные тарелки, чайники, зеркала по 10, 5, 8 евро. Это просто за просто так отдают. Последнее зеркало я посмотрел, это зеркало викторианского стиля, и оно в интернете стоит очень хорошие деньги, так что сегодня съездил не зря, купил много интересных предметов. Смотрим, подписываемся. С вами был Андрей, всем пока.